Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня смотрим расклад, просто чтобы вы послушали. Давайте так, да? Я не знаю, что будут карты говорить, я надеюсь, что скажут что-то нужное, хорошее. Но если скажут просто что-то ласковое, приятное, то и то уже хорошо, да? Вот. Если будут какие-то предупреждения, как послание для вас, тоже буду говорить. Вот, как бы расклад, просто послушай, да, и хочется ответ сразу на 100%, чтобы был. На 100% пусть будет этот ответ. И, ну, чтобы расклад был такой, какой тебе, какой вам, да, сейчас именно нужен. Вот так. Все. Я настраиваюсь, вы тоже. Проговорите свое имя. И начнем с сигнификации. Как всегда, в конце вот этот мешочек положила, и там руны. Достану одну руну и по своей книжечке прочитаю послание для вас через эту руну. Вот. Ну, как бы можно, конечно, их было бы выучить, но смысл учить, когда есть книжечка. Поэтому прочитаю по книжечке. Но еще обязательно доложу карты. И сначала сейчас, да, по картам будем смотреть. Здесь уже как послание, открытие. А руна тоже интересная и периодически важно, когда какая выходит, да, именно в этот момент и что именно она хочет передать. Так что оставайтесь со мной, в конце посмотрим. Так, как вас зовут? Колесо фортуны. Фартовое у вас имя, скажу так. Фартовое, раз я говорю, как вас зовут, и фортуна выходит. То, что надо. То, что надо. Это классно. Так, сейчас еще пару карт. Рыцарь жезлов. Не знаю, у меня такое опять же видение, вы любите одуванчики сдувать. Не знаю, вот одуванчик, вот это белый, когда сдуваешь, он летит, вот вам нравится. Угу. Такое есть. По семерке жезлов. Не любите мокрое, не люб... ну как мокрое, озеро, речку, там, может, даже и по лужам в теплый день походить можете, но не любите мокрую осень, что-то вроде этого. Хотя красота листьев вас может радовать, нравится может. Не любите мокрую осень. Мужчина. Девятка кубков и, ну, понятно, десятка жезлов, да? У вас часто бывает так, что вы вспоминаете какие-то моменты, которые залегли в вашу душу, в вашу голову, как груз по десяточке, как груз. Вы иногда можете даже сказать: я люблю себя и я не люблю себя. Либо вы можете часто говорить: а ты меня любишь? Мне кажется, что никто меня не любит. Вот как будто бы, как это ваши слова. Может быть, по-другому говорите, но смысл вот такой. Вам очень хочется, чтобы вас любили, но сначала здесь как бы по картам полюби себя, и вы это знаете. Вы это знаете. Полюби себя, и любовь к тебе придет от других людей. Вы выглядите моложе своих лет по картам, так. Это так вас люди видят, да. Вы выглядите моложе своих лет. Но примерно
потому что расклад общий. Давайте я скажу, тут любой возраст, это у кого как. Но примерно где-то 40, 49 лет, 50, 40, 50, плюс-минус, в эти года вы что-то перенесли. Если вам еще до 40, это не значит, что вы это будете переносить. Значит, у вас немножечко раньше, может быть, что-то это было. Ну, как-то так. Просто почему я говорю эти года, 40, 49, почему-то так идет, да? Потому что вы как будто бы ощущали себя на этот возраст. Поэтому я и вижу эти цифры. Как будто бы вы даже если в 20 лет вы ощущали уже на 40, допустим, или там 35 вам сейчас или было, да, вы ощущали себя на 40. Но я вижу, что вы перенесли в это ощущение вот в эти года, для кого, говорю еще раз, как, да, что-то тяжелое. Что-то тяжелое. У вас как срыв был какой-то. Может быть, хирургически что-то было, как вмешательство такое, не знаю, ну, по болезни какой-то или еще что-то. Может быть, что-то как стресс такой в личной жизни. Может быть, по работе резко в этом возрасте сменили работу. Вот резко, все сказали, хватит, я больше не хочу здесь. И вы поменяли работу, кардинальным образом что-то изменилось. И знаете, вы 100% это знаете в лучшую сторону. Да, тяжело выходить было из этого, но вы выходите и вышли. Кто-то выходит до сих пор, кто-то уже вышел из этого, и слава Богу, что вы это чувствуете. Что вы это чувствуете. Но здесь реально сигнификация на сегодня, она не только по верхам, как говорится, да, а именно вот ну, с этого расклада в этом покопаться карты решили. Вот в этой ситуации, когда вы чувствовали себя старше, чем вы есть, но выглядите и будете, либо уже стали чувствовать себя моложе, чем вы есть. Хотя вот если когда вам было 30, и просто вот расклад общий, может быть, вам всего лишь 20 сейчас, да, ну, значит, вот это точно скажу, либо вам будет когда 30, либо вам было когда 30, но вы в этом именно возрасте двойственно как бы чувствовали, что ли, себя. Что ж такое? Немножко путается. Это из-за того, что расклад общий. Чувствовали себя старше, но вас видели аж на 10 лет младше. Вот что я тут чувствую, поэтому я не могу сопоставить. И 40 взяла, и 50 взяла, и 30 взяла, и 20 взяла лет, да. Ну, так как расклад общий, немножко не могу сопоставить, чтобы четко вам сказать, что именно карты хотят передать вам. Я надеюсь, вы поняли для себя, да? Для себя вы поняли, сколько вам лет и что именно хотят карты сказать. Что вы выглядите и выглядели моложе, чуть ли не на 10 лет, если не больше даже, но чувствовали почему-то себя старше намного. Вот такое еще есть. Вот такое еще есть здесь, как подсказочка такая, слышишь, говорит карта, да, скидывай давай в ощущениях. И будешь ты получать свое затянутое, либо потерянное, можно так даже сказать, счастье. Угу. Да, немножко я тут по лабиринту походила. Надеюсь, вы поняли реально. Что еще? Знаете, благодаря какой-то стрессовой ситуации ваша жизнь реально кардинальным образом менялась и будет меняться в самую лучшую сторону. Кто-то из вас даже сейчас скажет: у меня взрослые дети, и единственное, что вас тревожит, это здоровье. Потому что все остальное по вашей психологии, по вашему пониманию становится на свои места.
Возможно, даже расклады вам помогают. Возможно, даже еще что-то помогает. Но оно становится на свои места. Вы верите, у вас есть надежда, что вся история, ну вот со здоровьем в данном случае, да, оно сложится позитивно, и вы идете вперед. И впереди ждут радостные события. Вот так. Потому что, да, десяточка жезлов может говорить об этом, что я-то хочу чувствовать себя хорошо по девятке кубков, но на мне тяжесть какая-то, я хочу от этого избавиться. Поэтому и поперечисляла немножко. Да, у кого-то это здоровье, ну, у кого-то любовь. Вот король выходит, кстати, думает о вас часто. Если вы мужчина, значит, вы о себе думаете побольше, да, потому что вам тоже надо груз скидывать какой-то вот. Ну, для женщин мужчина какой-то думает о вас. Но для мужчины женщина думает. Паж мечей. Какая-то девушка, какая-то женщина, да, думает о вас, но холодные мысли. Еще не подошло время, то, когда вы с ней будете общаться. Это еще как издалека. Так, все. Давайте дальше. Что еще карты скажут? Я думаю, много еще чего скажут. Да? Думаю, да. Ну, потому что хочется чего-то хорошенького такого. Мир, гармония, благополучие в вашу жизнь идет. И в какое-то время по этой карте, да, как пошатнулась, вы пошатнулись. Вот, кстати, вера в себя. Не знаю, почему с начала расклада именно это идет. Я говорю, я ж в лабиринте путанья. Но я все равно соберу воедино и вам скажу. И вы поймете для себя то, что очень важно. Какая-то вера пошатнулась в себя в какой-то период времени, а потом наоборот все получилось. В себя вера начала прибавляться, а вот в людей она пошатнулась. Вот, потому что когда вы видели людей хороших вокруг себя, думали, а вдруг я что-то не так, а вдруг я не доучилась, а вдруг я не понимаю, а вдруг я что-то не так выгляжу. Вот такое было. Потом резко в какой-то период, я говорю, что-то вам пришлось пережить. И вы поняли, что это не в вас проблема. У вас реально вера в себя возросла, и это нормально, это правильно, действительно правильно. Может быть, даже это стрессовая ситуация или какой-то момент вот этот тяжелый, он стал для вас как лечащий момент, хотя вы пережили серьезное потрясение какое-то, серьезное, но как лечащий момент он тоже присутствовал. Вот вы изменились, да, вы почувствовали, что люди вокруг не все хорошие, а вот вы наоборот, то, что нужно в этой жизни. И это правильно. Если у кого-то до сих пор так нет, дай Бог, чтобы у вас никогда больше, у всех не было тяжелых моментов, но в себя верить надо. Но в себя верить надо. В вашу жизнь идет мир и благополучие. Обязательно оно для вас выходит. Обязательно мир и благополучие. Чем больше, в принципе, вы узнаете людей, хочется даже, мир, люди, хочется сказать, что как будто бы вам больше нравятся животные, чем люди. Собаки, кошечки, еще кто-то, даже рыбки просто, и то для вас как будто бы лучше, чем люди. Вот так вот в мире иногда происходит, да. Вот. Но ваш дом — ваша крепость. Реально, ваш дом — это ваша крепость. Иногда вам не хочется с кем-то общаться. И, кстати, вас обидел, да, мужчина все-таки в вашей жизни. Тройка пентаклей — это на работе. Сейчас посмотрю. Вторая половинка вас обидела. По вот этой пажу мечей, да, могу сказать, холодные отношения, но они как будто на расстоянии. Вторая половинка, вот королева кубков, паж жезлов, сейчас, разбитое сердце, да. Вторая половинка, да, сделала вам больно. Для женщин мужчина, для мужчин женщина. Была боль. Тройка мечей вышла.
Холодные отношения на расстоянии. Жезловых отношений хочется, но пока что не знаете, как, с кем и где, да, получается так. Я вижу, что к вам идет любовь, однозначно, но почему-то вижу здесь, как, наверное, подсказка от карт. Потому что я даже не знаю, как это сказать. Вы как будто бы разочаровались во второй половинке своей и на других перекидываете это. Что вроде как никаких мужчин мне не надо, кто-то из вас может сказать. Либо никаких женщин мне уже не надо, скажет мужчина. Но все равно ощущениями, как королева кубков, это кубковое сердце, можно так сказать, да, вы чувствуете, что почему я себя так ограничиваю. С одной стороны, не надо, потому что есть страх опять испытать боль, очень большую боль и разочарование в человеке, да. С другой стороны, у вас есть желание, я хочу быть любима и любить, я хочу быть с кем-то, я не хочу быть совсем одна. Хотя, с другой стороны, реально, хочется в доме крепости закрыться и никого не пускать. Вот такие вот сейчас есть шаткие немножко понимания. Вот. Наверное, карты хотят реально все это вытягивают, шаткость вот эту, да, в пониманиях каких-то вопросов в жизни, себя самой, людей вокруг, что хотят подсказать, где ты, может быть, ошибаешься, где тебе больше надо понимать, да, что больше взять для себя и что-то отпустить. Вот как подсказочка, как расклад, как подсказка идет. Какие-то ответы на вопросы, возможно, услышите здесь, да, увидите по картам. Ну, повешенная. Вы иногда, да, сами себе делаете подвешенную ситуацию в своей жизни, а ее надо убирать. Ее надо убирать. Угу. Соберу, посмотрим. Смотрим вопросы. Ну, реально, если вы... вот он, король выскочил. А я вопрос хотела задать. Реально, если вы разочаровались в людях, разочаровываетесь в людях, и сейчас тоже, да, то как быть? Хочется-то нормально жить и радоваться, правильно? Вот король кубков выскакивает, любовь, влюбленная, еще один король мечей выскакивает, и семерка кубков, исполнение желаний. Ну реально, с каким-то желанием надо все-таки попрощаться. Мужчина, женщина, кто меня смотрит? Девушка, да, мы всегда девушки, 18-летние. Вот так. Когда день рождения, лучше всего 18 лет ставить. Вот. Это я так. Это я так. Просто поболтать. Я просто здесь вижу кое-что, что, может быть, даже вам не стоит слушать. Но, наверное, я скажу. Кто-то из вас не может отпустить прошлое. Вы хотите, чтобы вернулся человек, которого вы очень сильно любите, или любили, и любите до сих пор. Смотрите, если этого человека уже нет совсем на этом свете, да, то отпустите его психологически, потому что ему там тоже хочется солнышка. И он всегда будет желать вам добра. Он не хочет видеть вас в отшельниках. Он будет желать вам добра. Он не хочет видеть вас в отшельниках, этот человек. Если вы любите человека, который жив-здоров, но просто где-то сейчас не с вами, что карты здесь хотят сказать больше? Ну, он глупец. Он глупец. И как бы с одной стороны и вы, может быть, глупец. Почему? Потому что если он придет в вашу жизнь заново, но не изменился он вам опять сделает больно. Если он изменился, вы это почувствуете, и у вас жизнь начнется с новой полосы, светлой, красивой. Но он должен измениться. В каких-то вопросах и пониманиях, может быть, и вы не сильно себя раздариваете всем
Вот. И не ходите по обрыву в своей жизни. Знаете, такое впечатление, что ваш дом, ваша крепость, но не вылезайте на крышу вашей крепости, потому что нужно включать свою силу, что ли, свое понимание, свой внутренний мир. Но если вам приходится стоять, давайте образно, да, я не знаю почему, но я увидела дом, крышу, и если вам приходится вылезать на эту крышу, где нет бордюрчиков даже, да, будьте уверены, что высшие силы всегда протянут вам руку, и вы справитесь с самой сложной ситуацией в вашей жизни. Но лучше туда не лезть. Потому что в другом понимании высшие силы всегда вам дадут возможность как-то обойти все это. Поэтому если вы любите человека, который вас не любит, вот здесь как будто вы на крыше без бордюрчиков. Так что думайте, глупец вы или нет. Скорее всего, это он глупец, потому что вы бы сделали его счастливым и, конечно же, были бы счастливы сами. Так же самое могу сказать, здесь как бы мужчины выходят, да, любовь, но так же самое могу сказать и по поводу работы, и по поводу себя любимой, когда вы себя забрасываете. Вы выглядите для людей моложе. И реально, это карты так говорят. И если вас это тревожит, значит и здесь хватит шататься по открытой крыше. Вот. Надо себя взять в руки, поверить, открыться, не знаю, там, и радоваться жизни. Вот такая я, какая есть, потому что приношу счастье всем и себе в том числе. Ну или по работе, да, если у вас работа просто все, вы уже никто в этой работе, да, потому что вы устали, потому что вы не получаете то, что нужно, ну, значит, по вот этой карте нужно менять что-то. То, что вас ранит в образе этого короля, да, это не ваше. По мечтам, вашим желаниям это нужно выбрасывать. Там змеи ползают. Там ползают змеи. Кубок со змеями. А вот любовь, благополучие, радость, люди, которые несут эту радость, люди, которые войдут в вашу жизнь на освободившееся место, вот они принесут вам исполнение желаний и даже такое, что вы сами себе не поверите, что такое могло бы быть. И еще раз скажу, вы красивее, чем вы думаете, серьезно. Вы красивее. Я не знаю почему, но это расклад хочет сказать. Я передаю. Я просто передаю. Ну давайте еще посмотрим, что карты передадут вам. Еще что. Умеренность. Карта умеренности. Ой, чуть не свалила здесь. Король Пентаклей. И сила, да? Сила проявления, сила притяжения. Притягиваете умеренность, это успокоение больше здесь. Сила успокоения, сила расслабления. Какой-то король. Мужчина придет в вашу жизнь. Говорю, мужчина, переворачивайте на себя. Но здесь человек идет, который вас успокоит и который принесет в вашу душу реально выздоровление от чего-то. И тело, как выздоровеет. Врач, не знаю, там, психолог, и так бывает. Либо просто хороший, очень хороший человек, любимый человек в будущем, допустим, или сейчас любимый человек уже, да, но он несет выздоровление, вы как в силу выходите. А умеренность говорит, что здесь уже не будет скачков. Скачков не будет, ваше тело выздоравливает, ваша душа приходит в норму. Четверка Пентаклей, да, потому что это ваше по судьбе. Свое не отдам. Вот видите, как она обняла себя. Свое не отдам. Не себя кому-то, не то, что мне принадлежит. Да? И по поводу, опять же, денег, и по поводу отношений, любви, хорошего счастья, дома своего. Но и здоровье особенно важно. Особенно важно. Так, что еще здесь вам сказать? Ну, давайте еще несколько карт и перейдем к руне. В принципе, на сегодня так
Будете делать какой-то выбор скоро, будете решать какой-то вопрос, решите его положительно, будете плоды собирать. Такое возвращение удачи, возвращение потерянного, могу сказать, либо украденного. Будете решать какой-то вопрос и решите его в свою сторону удачно. Урожай будете собирать своих дел, своих похождений каких-то, может быть, но в лучшую сторону, то, что вам надо. Высшие силы выходит, иерофант говорит: я с тобой, не бойся. Да, где-то надо будет рискнуть скоро. А в чем рискнуть? Опять же, по поводу работы, финансов. Ну, это стабилизация. Сейчас еще посмотрю. Рискнуть где? Башня в собственном доме, в собственной ситуации и проблеме. Где-то вы примете какое-то решение. Что включить, что подключить, чтобы правильно все было. Себя любимую. Себя любимую. Интуиция не подведет. Единственное, что еще можете у многих, императрица, вы примете решение, только вы. Правильное решение. Но единственное, что у многих можете поспрашивать и просто проанализировать, кто что думает, как правильнее поступить, но примите вы свое решение, оно будет верным. Важное решение, где после чего стабилизируется ваша жизнь. По десяточке. Что еще карта подскажет? Ничего не подскажет больше. Карта ничего. Вот такая вот карта. Хочу подсказать вам вот что. Вот такая вот колода, если кто будет спрашивать, что это за карты. На всякий случай. Чтобы зря не писали, да. Но что подскажете? Ничего. Хотя, с другой стороны, для меня такие карты, как послание, ты скоро включишь свет в своей жизни. Скоро он, может быть, даже сам включится, свет в вашей жизни. Кстати, да, в жизни, может быть, у вас на данный момент еще и башня выходит. Периодически света нет, просто жизненное, бытовое, да. Или какое-то башневое. В общем, давайте так скажу, не буду другие слова говорить. Кто понял, тот понял. Света нет. Но эта карта говорит, что не может быть. Кстати, был расклад, где я уже это говорила. Не может быть жизнь только темной. Ни в какую, никогда не может такого быть. Всегда жизнь выбирает силу и меняет на светлую сторону. Даже если кто-то лезет, кто-то портит, кто-то закрашивает твою жизнь в серый или в черный цвет, все равно жизнь набирается силой, судьба тебя все равно берет на руки и переставляет на светлый путь. Будет все хорошо. Потому что темная карта еще говорит, что ты заходишь в темную комнату, ну это как пример такой, да, как визуализация этого послания с этой карты. Ты заходишь в темную комнату, и для тебя темно. Ты не знаешь, что делать, где что лежит. И вообще оно ж все темно. Ты включаешь свет, либо он сам включается наконец-то, да, и ты видишь, как же все хорошо в этой жизни. Начинаешь мыслить по-другому, начинаешь расцветать в своих понятиях, как цветочки на подоконнике или на улице, да. Ты видишь игрушки интересные, даже если они разбросаны, но это жизнь, это радость, это счастье, это продолжение. Яркие краски, яркая одежда, яркие картины на стене, яркие фрукты в вазе, да, там вот летом, весной, ну когда получается, да. Яркое украшение, там бусы, сережки, колечки, да, то, что вам нравится. Вот ваша жизнь. Так что ничего, это не про вас. А вот ничего такого не должно быть, это про вас. Даже если оно есть, оно временное. Дай Бог, чтобы побыстрее, да, что вот это вот временное закончилось. Но оно так и есть. Башня — это ж перестройка, это переделка, это то, что злое, плохое, то, что тебя действительно, ты понимаешь, что тебя тревожит, оно сгорает, разрушается. Где-то можно починить, где-то нужно
убрать и построить новое. Вот так ведет вас судьба, вот так ведет вас жизнь. И да, какой-то выбор сделаете, и маленький выбор будете делать, и большой выбор будете делать, но карта на заключение неплохая, очень даже неплохая. А что на дне колоды? Умеренность вот в таком виде, да, здесь умеренность в таком виде. Видите? В этой колоде две умеренности. Это значит, что время пришло просыпаться, но по умеренности быть спокойной в своей жизни и радостной. Еще раз повторюсь, тем более, раз две умеренности из одной колоды вышли, всего лишь, да, целая колода, это значит, что когда в темноте умеренно, но вечное ожидание, да, вечное ожидание, ты ждешь, да когда же уже, да когда же уже. Вот, пришло время, что умеренность остается, но темная полоса уходит. А умеренность в радость — это вообще супер. Это когда ты живешь радостью, светлыми днями, хорошими впечатлениями, здоровьем крепким, да, встречами перспективными. И ты хочешь, чтобы это продолжалось без всяких падений, да, без всяких выходов. Вот пусть такая будет умеренность. Не надо слишком много чего-то там хорошего, чтобы горой падало на тебя, да, но и потому что с нее можно оступиться, но и плохого тоже ведь не хочется, да, потому что с этой горы можно оступиться, потому что бывает, говорят, много приходит, и потом раз сразу и ушло. А пусть оно потихоньку приходит, но на постоянной основе. Время пришло ждать перемены. Время пришло ждать перемены. Как будто просыпаетесь от какой-то спячки, либо наконец-то будете высыпаться. В любом случае посыл от этой карты: все идет в лучшую сторону. Вот. Ну и давайте посмотрим, сейчас карты уберу. Посмотрим руну. Да. Что за руна вам выпадет из вот этого мешочка. Так, перемешиваю и одну руну достаю. Давайте ее вот несколько раз покручу вверх-вниз, ли она будет. Вот так. Вам видно? Надо краской нарисовать, да, маркером. В общем, вот так и вот так. Такая вот руна. Надеюсь, видно. Надо действительно красками нарисовать. Иногда отсвечивает, да? Такая вот руна. Сейчас буду ее искать в книжечке. Так, книжечка. Сейчас. Пока что, может быть, вопросик какой зададите, да? Потому что, может быть, как раз на него будет и ответ. Ищу. Смотрите, эта руна, сейчас покажу старенькую свою книжечку. Вот она вот так и вот так. Видите? И вот так прямое состояние, так перевернутое. У нас оно прямое, оно в эту сторону смотрит. Да? Значит, читаю вот это. Так. Сейчас на минутку еще досмотрю до конца. Я ту выбрала или не ту? Хотя, знаете как? Еще раз. Так, самой отсвечивает. Здесь палочка идет до конца и посерединке, да, вроде бы как посерединке вот эта штучка. А здесь палочка уже не продолжается. Все, смотрите. Книжка порвалась у меня. Вот. Вот оно, да, вот здесь палочка есть, и здесь палочка. Вот. И в эту сторону смотрит вот это. Читаем. Давайте я как раз ее так оставлю, да и книжку вам покажу, может быть, сами еще прочитаете. Вот. Ворота, место недеяния какого-то, да. Ну, может быть, действительно не лезть на эту крышу. Это руна недеяния.
Поэтому нельзя приближаться к воротам и проходить сквозь них без размышления. Представьте себе, что вы стоите перед воротами на вершине горы. Это же надо, я же как раз-таки увидела крепость, дом там, не знаю, и вы на крыше. Представьте себе, что вы стоите перед воротами на вершине горы. Вся ваша жизнь осталась сзади и внизу. Перед тем, как идти вперед, остановитесь и вспомните прошлое. Но, видите, тут двоеточие, но обучение и радости, победы, ну где-то и печали. Возможно, нужно все вспомнить, да? Что привело вас сюда, в этот день, в эту минуту. Окиньте все это взглядом, благословите все это и отпустите. О, представляете, значит, и хорошее тоже иногда лучше отпустить. Хотя, помнить-то вы будете. Может быть, вот эта руна говорит, хватит вообще прошлым жить, даже прошлыми заслугами, прошлыми победами. Если вот, как здесь написано, вспоминать и плохое, и хорошее. Хорошее хочется же помнить, да, больше, чем плохое. Но как бы вот по этой руне ворота, место, да, как бы пришло, эта руна как ответ на какой-то ваш вопрос идет. Окиньте все это взглядом, благословите все это и отпустите. Хватит жить, мол, прошлым, да? Освобождаясь от прошлого, вы восстанавливаете свою энергию. Теперь шагните за ворота. С крыши не надо, но с крыши можно уже и по лестнице уйти. Ну, как-то так. Как-то так. Либо, можно даже так сказать, на крыше стоите, поймите, надо ли вам это. И спускаетесь ли обратно по лестнице, либо представьте, что вы настолько магнитная, что с крыши никогда уже не упадете. И смотрите вокруг, что вы еще не видели в своей жизни, что вам с крыши видно. Хотя реально не надо туда лазить. Не надо, на всякий случай. Но виртуально так посмотрите, а что вы еще не видели, что вам еще хочется сделать, где еще свою победу и счастье ощутить. Как-то так. Возможно, эта руна, да, тоже была ответом на ваш вопрос какой-то важный. Так, книжечку заклеить, наверное. Ну ладно. Все, на сегодня все. Вот такой вот расклад получился. Руна тоже интересная. Такая вот. Все. Счастья вам. Хотя, знаете что? Дайте-ка я еще одну карту. Еще одну карту хочется. Даже вот в завершении к этой руне. Не знаю, если вам не хочется, все, выключайте. А я не знаю, почему-то вот остановилась. Хотя обычно стараюсь этого не делать. Сейчас. Кстати, да, сформулируйте именно сейчас вслух свой вопрос. Руна уже ответила. Что вам важно услышать, вы услышали. Нулевой все-таки есть ответ. И эта руна, и этот расклад не случайный. Это все говорит о том, что вы сейчас находитесь в самом нужном подходящем моменте, и что вам что-то помогает сделать следующий шаг. Даже если вы пока не понимаете, куда именно, вы уже на пороге, ворота, крыша, шаги, правильное направление, освобождение себя от прошлого реально есть. Вот он, нулевой аркан, да, это когда новенькое уже маячит на горизонте. Если какие-то вот понятия здесь откликнулись, 100% ваш расклад. 100% ваш расклад. Вот это все работает в нужное время. Ну, напишите мне, кстати, в комментариях, нужно ли еще будет руны иногда доставать в раскладах. Надо ли вам это? Угу. Ответ заключающий прекрасный. С нуля. Но это не значит, что идет обнуление. Это значит, что вы как раз в той фазе, в том понимании, в том положении, где не надо чего-то там бояться, не надо чего-то там догонять. Нет, вы наоборот открываете себе эти ворота, потому что вы осознали, вы поняли.
где начать, где проявиться, с чего начать, с чего закончить, ну как-то так. Дай Бог, да, пусть будет так. Все, теперь точно все, а то еще меня понесет на карты. Оставайтесь со мной, в следующем раскладе посмотрим, досмотрим чего-то, да, что, может быть, карты здесь не успели сказать вам, на какой-то вопрос ответить. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые вышедшие видео, да, они сразу будут вам отмечаться, что уже вышло. Жмите колокольчик. И услышимся, увидимся на следующем раскладе. На связи. Всего доброго, хорошего. Ставьте лайки, если не трудно. Все.